Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Это очередной вязовлог. Подключилась показать свои продвижения. Я начала тут вязать заказик. И в заказике у меня наконец-то полухлопковая игрушечка. И будет вот такой вот персонажик. Не знаю, понятно по заготовке или нет, но это будет лягушечка. Вот такое вот маленькое тельце. И здесь у меня уже связаны все детальки. Вот такие вот лапки. С такими вот пальчиками. Ножки длинные тоже. Пальчики здесь вывязаны вот так вот. И здесь вот прицепился глаз. Вот такой вот интересный глазик будет у лягушечки. Здесь еще детальки, но это не относится к этой лягушке. Это я просто извязала остаточек зеленого цвета. Будет у меня черепашки. Я в предыдущем вязовлоге показывала, вязала маленьких черепашек. И, в общем, у меня там был совсем небольшой остаточек. И мне хватило этого остаточка на два вот таких панциря. Ну и, в общем-то, чуть позже будут черепашки ниндзя. В общем, это у меня один процесс. Я его отложила, потому что дальше нужно делать каркас на проволоке. А проволоки у меня пока нет, ее надо приобрести. Вот такой процесс. Дальше здесь у меня куча мала остатков. И как понятно, ну, как уже все видели на моем канале, я вяжу вот такие заготовочки, а потом из этих заготовочек у меня будут котики-колобки. Снова радужные, видимо, очень понравились. Хотя я вот на полочку отнесла два радужных котика, пока они еще стоят, пока не нашли своих хозяев. Кстати, очень удобно на котиков извязывать какие-то вот такие небольшие остатки, которые уже как бы никуда не применить. Ну, а остальных цветов, конечно, да, надо бы уже заказать. У меня вот это красный, по-моему, остаток, и все, больше нету, и фиолетового нету. Вроде бы недавно купила только пряжи, но уже все заканчивается. И еще один процессик. Да, будете смеяться, но у меня здесь все начато и ничего не закончено. Так, следующий процесс это, смотрите, вот такие вот глазки. Так, включили воображение и подумали, что это может быть. Вот так вот. Такая деталька. Хотя, наверное, когда видите палочку, то уже, наверное, понятно, что это будет. Хотя тут, в принципе, два варианта может быть. Ну, наверное, кто-то подумал улитка, да? Ну, я бы подумала, ну, красная улитка как-то не очень. Вот. И, в общем-то, вот такая вот заготовочка. И тут уже все понятно. Будет вот такой вот крабик. Ну, в общем, как-то вот так. Но тоже я его еще не закончила. Просто так наживила и связала вот даже с одной стороны клешни, а с другой стороны не связала. Потому что хотела сначала клешни связать, а потом вот эти вот клешни. Ну да, вот такие вот ножки связать, а потом запуталась. В общем, я хотела сначала связать вот такие вот маленькие клешни, а потом вот эти вот большие пришить. Но получается, что нужно, наверное, сначала клешни большие пришить, а потом над ними уже вот эти вот маленькие связать. Ну, чтобы оно ровненько, симметрично получилось. Так что вот такой вот он недоделанный у меня пока есть. Это бесплатный мастер-класс. Я когда вяжу, покажу. И, конечно же, как обычно, оставлю ссылочку в описании. А вот эта вот лягушечка, это платный мастер-класс. Я не запомнила автора.
Но также оставлю сайт, наверное, либо, не знаю. Ну, я на сайте покупала мастер-класс, сайт, наверное, я оставлю. Просто мне удобнее зайти на сайт, положить товар в корзину, оплатить и купить. И сразу мне приходит на почту, так сказать, мастер-класс, да. А те мастера, которые сами отправляют, это нужно найти страничку, да, там ВКонтакте, либо еще где-то, написать им. Потом, когда они зайдут в сеть, они ответят, оплатить, показать, что прошла оплата. Потом они как бы доберутся до компьютера, отправят мне мастер-класс. Как-то, ну, наверное, не совсем удобно, поэтому если есть возможность и у автора какого-то есть сайт, я вот стараюсь на сайтах покупать. В общем-то, вот такие вот делишки у меня. Продолжаю вязать. Думала, что буду поменьше вязать, но, в общем, как получается. Конечно, вязанию мешает еще подготовка к школе. Еще мы не все купили, не все собрали, точнее, не все нашли. Ходишь по этим магазинам, их много, и нет нужных размеров. Ну, как-то так. Ну, это уже такое личное. И смотрите, что у меня еще тут прикупилось. Я на одном канале у девушки увидела вот такую вот подставочку. Так, глаза надо убрать. Смотрите, вот такую вот подставочку. Это что-то в виде полочки. Ну, в магазине это заявлено как полочка для лаков. Вот. И я купила такую вот штучку и хочу сюда поставить игрушки. Так, под рукой что-то у меня пока ничего нету. Ну, я потом в следующем видео поставлю какие-нибудь игрушечки и покажу, как это выглядит. В общем, сюда будут помещаться такие вот какие-то небольшие игрушки. И эту полочку я отнесу в магазин на полочку. Да, вот такая тавтология. Просто здесь 3 яруса, и все игрушки будет хорошо видно. В общем, такую идейку подсмотрела я у девушки на каком-то канале. Случайно попался мне. Ну, я если найду ссылочку на это видео, я вам оставлю. Там девушка рассказывала, что арендует тоже полочку в магазине, только в другом городе. И думаю, тоже будет интересно вам посмотреть. Так что как-то так. Продолжаю работать и буду вам показывать свои продвижения. В общем-то, до следующего подключения. Снова всем привет! Сижу здесь, оформляю лягушечку и просто не могу не подключиться и не показать свой провал. В общем, вяжу лягушечку по мастер-классу платному. И вот дошла до этапа, где нужно пришивать глазки. Глазки у меня были связаны уже, я показывала. Пришила я один глазик. И что-то как-то смотрю, как-то не так у меня. Глаза такие выпуклые получились. Вот. Ну, думаю, посмотрю еще раз мастер-класс. И там написано обязательно посмотрите, как пришивать глазки. Я посмотрела видео. И вот смотрю, девушка там пришивает глаз. И там, в общем-то, 2 стежочка таких вот. Ну, вот эта петелька, да, видите, за которую я пришиваю. Там еще рядом черная должна быть. Я глазик посмотрела, а у меня там такого ничего нету. Я думаю, ну, наверное, она вяжет галочками, а я крестиками, и, наверное, тогда получается там еще такая строчка. Пришила один глаз, другой глаз. Смотрю, ну, не похоже. Глаза должны быть чуть поменьше и пошире. В общем, что-то не сошлось. Начинаю смотреть еще раз, как вязать эти глаза. И понимаю, что они просто связаны, ну, не по схеме. Я уже, конечно же, перевязала глаза. И они, смотрите, какие. Во-первых, они плоские. Ну, в общем-то, я думаю, видно, да? Эти вот такие, а это вот такие. Хорошо, что я не обрезала кончики.
Думаю, что найду, где делала закрепки. Сейчас буду отпарывать эти глаза выпуклые. Они, правда, очень выпуклые какие-то. На фотографии у автора и в мастер-классе они как бы такие, ну не такие, а вот именно вот такие плоские. Я еще думаю, почему я когда пришиваю, у меня черная часть такая широкая, а в мастер-классе она тоненькая. Вот. Оказывается, просто я балбес. Неправильно связала. И, кстати, глазки я вот эти вот вязала уже перед сном. Знаете, надо было идти ложиться спать, и я думаю, ой, ну свяжу хотя бы еще 2 глазика, чтобы завтра уже там у меня все было. Угу, вот. Нельзя вечером не вязать что-то такое новенькое. Желательно, наверное, котов каких-нибудь по кругу вязать из плюша. Да. Ну, в общем, по невнимательности буду переделывать. Вот такое у меня коротенькое подключение. Показать, что и такое у меня бывает. В общем, увидимся в следующем подключении. Пока-пока. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Довязала я лягушечку. Смотрите, какая она прикольная получилась. Такие вот глазки. Даже вышила ей бородавочки вот такие. Это французский узелок. В мастер-классе даже было показано, как его делать. Ну, в общем, все было легко. Я почему-то боялась, что у меня не получится. Ну вот, все получилось. Пришила. Там проволочный каркас, то есть ножки сгинаются. Можно ручкой помахать. Я думаю, классная игрушка для каких-то фотографий. Вот такая вот забавная. Мне заказали ее без одежды, но в мастер-классе есть еще и одежда. Там футболочка, плащик и ботиночки вроде бы. И я показала заказчице, ей очень она понравилась, что она попросила еще. И вот у меня какие продвижения. Вчера вот вязала, связала глазки. Теперь правильно я их связала. Такие вот. Здесь у меня 4 ножки, 4 ручки. Так вот, вот эти вот. И только одна заготовочка на голову. Ну, не голову, тело точнее. Вот. Кстати, лягушка у меня получилась на 2 сантиметра меньше, чем у автора. Ну, то есть, если ее выпрямить, будет всего 16 сантиметров. Но я даже по видео смотрела, то, что в руке у автора вот эта заготовка была намного побольше. Так что продолжаю вязать. Заказик. Параллельно я еще вяжу другой заказ, но не знаю, как мне его показывать. Может быть, я буду снимать отдельное видео. Зарекалась, конечно, так не делать, но что поделаешь. В общем, вяжу зайчиков. У меня уже есть заготовочки на ушки. Но у меня не все цвета есть в наличии, поэтому
ну, в общем, связала те, которые есть. И еще мне нужно будет связать другие. Ну, в общем, которые ниточки нужно еще купить. Так, эх, красиво лежала, ну ладно. И также у меня еще есть заготовочки на динозавриков. Вот такие вот. Еще зелененький. И одна семечка. Вот. Такие вот у меня делишки. Но все-таки, наверное, вот этот заказ, который я начала, ну, получается, другому заказчику, да, я буду снимать, наверное, отдельно. Сначала вот довяжу этот заказик, выпущу видео, а этот был параллельно снимать. Наверное, как-то так. Не хочу слишком все в одно видео загружать. И таким образом я, наверное, его вообще никогда не выпущу, так как мне хочется выпустить видео уже прям с готовыми работами, которые были в заказе, да. А когда буду совмещать, то у меня так никогда видео не закончится. Так что вот. Пока мне больше нечего рассказывать, показывать. Так что, когда вот этот вот заказик я довяжу, подключусь и покажу вам всю красоту. И уже не с рук, вот так вот дрожащей рукой, да, а на штативе, чтобы у меня было свободно 2 руки, чтобы более подробно показать игрушечки. В общем, вот такое вот короткое у меня сегодня подключение. И увидимся, когда будет готов уже полностью заказик. Снова всем привет! Подключаюсь к вам снова, чтобы показать готовые работы. Я наконец-то закончила работу над заказом. Сегодня уже буду отправлять, и поэтому решила отснять кусочек вязоблога. Первое, что покажу, это котики. Такие вот радужные. Их всего 5 штучек в этот раз, потому что, ну, сезон уже заканчивается. Уже у нас похолодало в Краснодарском крае. Вот. Ну, а так как мои игрушечки продаются на побережье, то, ну, уже не сезон. И я, можно сказать, даже рада, что уже будет поменьше заказов. И, наконец-то можно будет чуть сбавить темпы и поспокойнее повязать. Следующие игрушечки — это 2 вот такие вот пандочки. Я их еще не почистила. Как видите, к черному очень прилипает все. Но, тем не менее, такие заказывают. Я чищу такие игрушечки перед отправкой роликом и упаковываю в пакетики, чтобы с других игрушек на них не цеплялось ничего. Вот. Так что не только белый цвет марки, но и вот к черному все ворсиночки цепляются. Такие. Далее это 2 вот таких вот львенка. Они мне очень нравятся своей гривой. Мне так понравилось связать вот эти вот гривы. И вот вроде бы такая большая грива, да, но всего лишь полчасика на нее уходит. Раз-раз, и быстренько все готово. Игрушка получается довольно-таки большая. Так, ну, как обычно, у меня линейки нет под рукой. Так, нашла. Ну, где-то 23 сантиметра. А вот этот вот этот горчичный львенок получился немножко меньше, потому что это пряжа Гималая Dolphin Baby, а вот этот Ярнар Дольче. И игрушка такая, это более плотная, жесткая, а вот это вот как-то помягче. Вот, конечно. Так-то визуально разницы не видно, потому что я вот этому сделала немножко побольше гриву. Здесь вот чуть покороче. Ну, в общем, чтобы они так по размеру одинаковые получились. Ну, а сзади они одинаково пушистые и красивые.
Вот такие милахи. Я уже говорила, что этих львят я вяжу по мастер-классу медвежонка. Есть мастер-класс медвежонок-пончик. В общем, ссылочку оставлю вам в описании к видео. Вот, ищите все в описании. И просто делайте гриву, и у вас получается львеночек. Вот. Такие красавчики прям очень мне нравятся. Так, ну, может быть, это еще потому, что я в основном вяжу все одно и то же, да, а вот львята, они, так сказать, более, ну, можно сказать, новенькая, да, игрушка для меня. Я всего второй раз их вяжу. Так, сейчас я уберу и покажу другие игрушечки. Следующая вязаная игрушечка, это тоже новиночка у меня. Это вот такой вот милый крабик. Вроде бы приличная так вышила улыбку, но все равно как-то мне не очень. Видно немножко вот здесь вот этот стежок. Но по-другому никак не вышить. Маленькими пунктирами тоже, ну, как-то не так смотрится. Вот здесь вот такие вот блестящие глазки. Вот такие вот они выпуклые. Голубенькие. Глазки 12 миллиметров ставила. И связано это из пряжи Ярнар Dolce Baby. Тонкий плюш. Игрушка вяжется быстро, все как бы прекрасно, но только вот нужно вот эти вот клешни и глазики пришивать. Также здесь нужно подпалить ножку, чтобы она была короче, чтобы вот здесь вот она примялась. Ну, вроде бы такая небольшая игрушка, да, там 10 на 12. Нет, ну вот так где-то 10 сантиметров, а вот так, наверное, 14 за счет клешней, да. Ну, не знаю. Вроде бы и нравится, но вот пришивать нет, не нравится. Так. Далее у меня, как обычно, идут зайчики. Они практически в каждом заказе, так как и котики. Еще вот такие вот два молочных. Это такой красивый молочный цвет. Волансе, в общем-то. Забыла пряжу, как называется. Воланс Bunny Baby. Вот такая вот пряжица. Розовенькие. Ну, такие наиболее популярные. И вот молочные. Так. Еще были котики. Куда же без них? Вот такие вот расцветочки. Вот. И один у меня такой вот необычненький. Необычный он, потому что впервые вязала вот такие вот разные ушки. Увидела у девочек на канале, что вот так вяжут. И решила тоже себе разнообразить, так сказать, ассортиментчик. Еще у меня вот такие вот уточки. Уточки уже все видели, все знают. В принципе, как это все. Но покажу, в каких расцветочках. Вот такой вот бирюзовый, сиреневый. И я бы сказала, вот такая необычная расцветка. Это вот молочный. Такие утятки. Это платный мастер-класс. Тоже ссылки будут под видео. И вот эти вот зайчики, платный мастер-класс. И вот эти вот уточки в костюме зайки. Так, опять у меня ничего не помещается. Сейчас уберу и покажу последние игрушечки из полухлопка. Это вот такая вот игрушечка. Я уже показывала, как начинала ее вязать. Вот такая вот лягушка. Это, в принципе, можно сказать, первая игрушка на проволочном каркасе в моем исполнении. Здесь, конечно, каркас в голову, в шею не идет, но здесь сгинаются и ножки, и ручки. Такая забавная лягушка. Глазки у нее вот такие вот вывязанные, вышитые. Здесь вот бородавочки с французским узелком сделанные. Кстати, французские узелки у меня раньше не получались. Я как-то неправильно их делала. В общем, выводила
иголочку в одном месте и в то же место потом вводила, и они, знаете, иногда у меня утопали в полотне. Я часто пробовала вышить такие вот штучки на пончиках, ну, в виде присыпки. И у меня не получались. Но в мастер-классе есть видео такие поясняющие. Кстати, это мастер-класс платный. Вот. И там было видео, как это все сделать, и у меня все отлично получилось. Ни один узелок никуда не влез, не утоп. В общем, такие интересные. Вот эти вот части набиваются. Довольно-таки сложновато это было делать. Наверное, нужно пинцет приобрести для этого дела. Вот. Ну, сама идея и вообще игрушка мне нравится. Несмотря на то, что она вяжется долго и около часа, даже может быть чуть больше уходит на пришивание ручек, ножек, глазок, да, на каркас этот. Но игрушка практически не затратная. У меня из одного моточка Ярнар Джинс 69 цвета получилось целых 3 лягушечки. И еще небольшой кусочек, буквально там... Так. Нету здесь под рукой. Уже убрала в остатки. Ну, где-то вот такой вот небольшой клубочек у меня остался от вязания вот этих вот лягушек. Так что такая вот экономная игрушечка получается. Если вдруг кому-то будет интересно, я оставлю ссылку на сайт, где я приобретала данный мастер-класс. Но сразу скажу, игрушка не для новичков. Ну, есть такие моментики. Ну, в общем-то, нужно хотя бы парочку игрушек так прям повязать и знать все столбики, и прибавки, убавки, и полустолбики. Вот. Но там еще, кстати, в мастер-классе есть и одежда к этим лягушкам. Но заказали мне лягушек без одежды, поэтому они у меня вот такие голенькие. Но если у меня будет время и настроение, то я обязательно свяжу и себе такую какую-нибудь игрушку. Ну, не какую-нибудь, а эту игрушку, и одену ее в костюмчик, который там есть, плащик, футболочка. В одежде они мне, конечно, побольше нравятся. Вот, как-то так. На этом пока все. У меня есть куча начатых игрушек, но я их уже буду показывать в следующем видео. Также будет заказ большой, и, наверное, я буду снимать его, ну, по неделям, наверное. Сейчас выйдет это видео, потом следующее я выпущу, по крайней мере, постараюсь выпустить в воскресенье, и потом буду вот с понедельника по субботу там или по пятницу снимать видео и на выходных его выгружать. Хочу попробовать так снимать, потому что я вижу, что я ленюсь снимать, и в общем, нужно как-то себя мотивировать, да. То у меня совсем как-то грустненько выходит там по 2 видео в месяц, и это не дело. В общем, на этом все. Очень надеюсь, что мы скоро увидимся в следующем видео. Поэтому говорю всем огромнейшее спасибо и до новых встреч. Всем пока!